Всем привет, мои хорошие! Как и обещала, сегодня у нас с вами на обзоре 4 сорта узбекской глины. Голубая узбечка, зеленая, розовая и коричневая. Давайте сравним розовую и коричневую. Они отличаются по цвету. Коричневая, она такого, знаете, чайный цвет чайной розы. Такой бежево-коричнево с розовинкой, с легкой. Узбечка розовая, она пыльно-темно-розового оттенка. Видите? И по структуре они отличаются. Узбечка розовая. Давайте я буду пробовать и описывать. Я не знаю, то ли пересорт, то ли у меня попалось в одном заказе 2 вида розовой узбечки. В общем, вот этот кусочек более рыхлый, откусывается так же, как коричневая. Слабо соленый, восковой, залипучий, вкус пыли. А вот этот уже более монолитный. Сейчас будем пробовать. Он уже более плотный. Более хрустящий. Очень плотный. Слоистый. Он, видите, по цвету даже темнее. Так что я могу сказать, что узбечка розовая попадается двух видов. Более рыхлая, более сухая, более восковая. В общем, в этом заказе она мне пришла двух видов. Интересно. Здесь у более плотных восковых вкус земли влажный. Небольшая молочная нотка. А вот у более рыхлых, которые, кстати, по структуре похожи на коричневую, они видите, как отличается. Честно сказать, первый раз сталкиваюсь с тем, что узбечка розовая имеет две структуры.
Вкусы схожие. Соль чувствуется, как говорится, с первого укуса. В общем, вкусная, чистая. Хотя иногда у нее встречаются кусочки со скрипом. И плотные, которые вот плотные кусочки, они как стекло хрустят. А более рыхлые, они не такой хруст у них. Моя новая любимица. Узбекская коричневая. Прям я влюбилась в этот сорт. Как же он мне нравится. Он самый мягкий из узбечек. Соль здесь не такая яркая. Как у остальных сортов. Очень комфортная. Но от больших кусков, конечно, будет тяжело кусаться. Вкус пыльно-земельный. Есть в послевкусии небольшая нотка мела. Обожаю. Она резко отличается от розовой. Все-таки розовая более соленая, более восковая, более залипучая. То есть у коричневой, ты ее откусываешь, она сначала сухая, затем в жирную кашицу. Такой приятный жирный крем. Если розовая в ириску, то это нет, это в крем и приятно растворяется. В общем, вы не спутаете коричневую с розовой. Они отличаются, очень здорово отличаются. Голубая. Для меня это самый-самый плотный сорт из узбечек. Очень-очень твердая, как камень. И для меня она самая соленая из всех этих сортов. А откусить даже вот от таких тоненьких кусочков сложновато. Если я ее хочу вот в таком виде похрумкать, грубо говоря, я ее колю на маленькие кусочки, складываю в пакет и брызгаю теплой водой и завязываю, и оставляю где-то на сутки. Тогда она стает более податливой, более мягкой. Какая она соленая. Здесь прям соль. Соль. Но опять же, я чувствую не только соль, сильную соль, но еще очень яркий вкус мокрой земли. Монолит. Очень монолитная, очень твердая, но с очень классным вкусом. Очень соленая. Но я еще раз повторюсь, что у нее яркий вкус мокрой земли. То есть эта соль не перебивает основной вкус. Вот так.
даже такая сильная. То есть этот сорт с ярким, ну, в принципе, они все с ярким выраженным вкусом, с ярко выраженным вкусом. У каждого свой вкус. Лучше, конечно, разбивать ее вот на такие маленькие кусочки. Сорт чистый, хрустящий. Такой, знаете, насыщенный вкус. Очень мокрой, соленой земли. Что мне нравится в узбечках, они не похожи друг на друга. То есть у каждого сорта своя изюминка, своя плотность, своя структура. Они даже по соли отличаются. То есть голубая, ну, по крайней мере, сколько я беру ее, она всегда сильно соленая. Вот она самая соленая из узбечек. Розовая попадается также сильно соленая, слабо соленая. И как-то у меня был заказ, она пришла ко мне пресная, то есть она вообще была не соленая. Узбечка коричневая. Вот с первого укуса моя любовь. И структура, и как она себя ведет, и когда ее жуешь, ну это вот это вообще прям прелесть. Вот она по структуре похожа на Туркестан, только солененькая. Узбечка зеленая. Ну, это слабосоленый кусочек, мой любимый. Она мягче. Она мягче. И по структуре она не такая плотная, как голубая узбечка. Видите? Если это прям монолит, как камень, то зелененькая помягче будет. Она тоже интересно. Она мягче голубой, но тверже розовой. Но ведет себя так же. Залипушная, в тугую риску, так же как голубая, так же как розовая, но вот в таких вот плотных кусках. Потому что узбечка розовая, которая вот мне попалась, рыхленькая. Ну, по ней прям видно по структуре, что она не такая. Сейчас сравним. Видите? То есть если это камень, то эти более рыхлые. Рыхленькая она, конечно, похожа на коричневую, но именно потому, как кусается. Но вкус, у каждого сорта свой вкус. Их не перепутать.
В общем, лидеры для меня на данный момент однозначно коричневая, зеленая, розовая. Но розовая больше предпочитаю в пасте, в изделиях. Так ей хрустеть, ну как-то мне не очень. Она вкусная, все. Вот для меня что-то в ней не хватает. У меня, видите, еще есть нотка восковой свечи. Может быть, это меня отталкивает. Голубая узбечка. Она практически всегда у меня есть. Пасты, изделия. Ну и когда очень сильно хочется похрустеть чем-нибудь солененьким. Что у меня будет всегда? Зеленая, коричневая. Это прям мои фавориты из всех узбечек, которые сейчас нам известны на данный момент есть на рынке. Вот такой обзор у нас с вами получился. Вот такие красавицы. Вот зелененькая и розовенькая. Но вот коричневая, конечно, у меня улетит быстро. Прям обожаю. Всем спасибо за просмотр. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока.